Наши родненькие пятиэтажечки. Какая прелесть. Все такое грязненькое, ну ладно. И в этой юрте вполне себе кто-то живет. Мы попали на митинг. Ну, конечно, вафлю ребята придумали для вас, дебилов. Вообще по атмосфере Улан-Батор напоминает какой-то китайский город. А сейчас объявление для всех, кто не выдержал и уже начал планировать свой весенний или летний отпуск. Хочу напомнить вам, что у меня на канале есть большое 40-минутное видео с советами для самостоятельных путешественников. Если в этот раз вы хотите сами составить свою программу, обязательно пересмотрите ролик. Там море полезной информации, все этот опыт, весь мой опыт в этом ролике. Все это выстрадано многие годы моих самостоятельных путешествий. А теперь информация для тех, кто наоборот не любит или не имеет возможности сам все планировать. Знаю, есть такие люди, кому даже пересмотреть мой ролик лень. Я уверен, этих людей окажется даже больше тех, кто любит все делать самостоятельно. Для вас, друзья, есть специальный сервис, который выполнит всю черную работу и даже поможет сэкономить. Он называется «Путешествуй разумно». Создатели сервиса, можно сказать, профессиональные путешественники. Они объехали больше сотни стран и теперь помогают в этом всем остальным. Они знают, как лучше планировать перелеты с пересадками, как не облажаться с выбором отеля, в какой части города лучше всего селиться и какие достопримечательности важно посмотреть в первую очередь. Все эти рекомендации и бронирования, они выйдут вам в готовом виде. Так что вам не придется тратить на их поиск свое время, силы и нервы. Вы можете зайти на сайт «Путешествуй разумно», найти там кучу уже готовых путешествий по самым разным направлениям. Или же вы можете наоборот оставить заявку, чтобы вам составили индивидуальную программу путешествия по вашим пожеланиям. Ребята забронируют вам отличный отель, купят самые выгодные авиабилеты, расскажут, что можно посмотреть, где можно поесть и как лучше всего передвигаться по городу. Ну а если возникнут вопросы во время путешествия, не переживайте, ребята на связи круглосуточно 7 дней в неделю. Ну а что касается цены, это гарантированно выйдет дешевле, чем при самостоятельном бронировании, потому что у них есть корпоративные скидки и доступ к разным системам лояльности. То есть выбор такой: либо вы сами ищете и мониторите стоимость перелетов отелей, тратите на это свое время, либо поручаете все это ребятам из «Путешествуй разумно». И они делают вам уже готовый маршрут путешествий, брони, билеты, все делают дешевле, чем если бы вы искали их сами. В общем, если у вас нет достаточного опыта и нету времени, я бы даже не раздумывал. Ссылочку на сайт оставляю в описании к этому ролику. Мы с вами в Монголии. Улан-Батор, столица Монголии. Я здесь впервые. Я заселился в гостиницу, было 6 утра, пустые улицы. Я думаю, как хорошо. Сейчас пойду покатаюсь по этим широким дорогам и полюбуюсь видами Улан-Батора. И постепенно я смотрю, там парковка начала заполняться напротив какое-то административное здание. Один ряд машин, второй ряд машин, третий ряд машин. Они даже не паркуются, они просто так вот, знаете, заставляют все. Выглядываю сейчас в окно, и все стоит. Уже 9 утра. Куда ни посмотри, до горизонта все заставлено машинами. При том, что здесь нету домов, здесь нету людей. Во всей Монголии, по-моему, 3 миллиона человек живет. Что происходит? Куда я попал? Мне страшно. Что нам известно про Монголию? Про Монголию нам много чего известно из истории, мы же все помним, да, Великая империя. Сегодня Монголия — это крупнейшее государство, которое окружено другими государствами. В Монголии нету выхода к морю, то есть, если что, монголам сегодня просто некуда бежать. С одной стороны Китай, с другой стороны Россия. Еще Монголия очень советская страна, и Улан-Батор действительно очень советский город. В свое время он даже Монголия спорила с Болгарией за звание 16-й республики СССР. Пойдем гулять, смотреть Улан-Батор, изучать Монголию, будет очень интересно, поэтому сразу ставьте лайк, а то потом забудете, мало лайков будет, знаю я вас. Смотрите, пока здесь какой-то бардак с парковкой, потому что все вот эти вот парковки, они заставляют машинами, как в Тетрис играли. Мне кажется, монголам не рассказали, что можно машины ставить так, чтобы все могли выезжать, и они как Тетрис их заставляют, стараясь, чтобы не было ни одного свободного места. Иначе ряд не сгорит. За мной куча приусов. В России люди, чтобы уснуть, они считают овечек, а в Монголии считают приусы. Заборчик, как в Китае. Вот эти вот белые заборчики, вся китайская промышленность, она работает на производство этих заборчиков. И оказывается, они их продают даже в Монголию. Обратите внимание, видите? Вот эти вот белые заборчики, это чисто вообще китайская тема.
Наши родненькие пятиэтажечки. Какая прелесть. Вот они стоят. Так, пока в Улан-Баторе какое-то нереальное количество приусов. Все ездят на приусах, вот куда ни посмотри. Помните, каждая вторая машина это приус. Внезапно была обнаружена выделенная полоса для автобуса. Вон автобус промчался в светлое будущее, пока мы стоим в ужасной пробке. И... О, троллейбусы! С ума сойти! Смотрите, троллейбусы? Офигеть! Вот это круто! Действует запрет по номерам в определенный день недели выезжать. Они так борются с пробками. То есть по понедельникам нельзя, чтобы у тебя номер заканчивался на 1 или на 6. Я их штрафую, да. Слушай, действительно нету. Да, вот сегодня понедельник, и действительно нету, чтобы на 1 или на 6 у кого-то номер заканчивался. Но пробки есть. Я не знаю, как они борются. Многие страны, да, они сталкиваются с такой историей, кто вот эти вот запреты вводил, что люди богатые просто покупали себе по несколько машин. Еще очень такая интересная здесь смесь по архитектуре. Есть какая-то обычная советская, вот все эти там дома культуры, дворцы. Обычные вот пятиэтажечки. И местами, конечно, Улан-Батор напоминает любой советский город. Но вот в эту советскую идиллию вклинивается такая откровенная китайщина с какими-то не совсем симпатичными небоскребами и всем остальным. То есть вот видите, здесь у нас советские какие-то там спортивные товары непонятные, а здесь уже строят такие вот китайские непонятные небоскребы, вот, облицованные всеми этими вентфасадами. Все, конечно, так неопрятно выглядит. Вот здесь, кстати, сделали, наверное, это велодорожка или что? Я не понимаю. Общественный транспорт у нас представлен автобусами и троллейбусами. Кстати, про троллейбусы очень крутая тема. Но городскую среду мне не хотелось бы рассматривать, потому что здесь такая вот здесь настоящая китайщина уже. С одной стороны, эти дорогие материалы, то есть они, наверное, бордюры из такого огромных кусков гранита дорогого. Ну и все это вон, кое-как криво, косо, все отваливается, разваливается. Вообще по атмосфере Улан-Батор напоминает какой-то китайский город. Многое написано на кириллице, то есть монгольский язык, это они используют кириллицу. То это напоминает вот, по атмосфере какие-то приграничные города, например, как Хайхэ, где из-за близости России китайцы пытаются что-то криво-косо писать на русском языке. Вот так вот сходу, если так открыть глаза, это где я? Кажется, что это какой-нибудь там приграничный город. Но нет. Здесь у нас такая вот автобусная остановка. Народ ждет автобус. Вообще здесь что-то с транспортом, какая-то беда. Почему этот автобус старый просто здесь стоит и никуда не едет? Почему остановка такая маленькая? Почему у них так не пойми, как работает общественный транспорт? Удобно вот, товарищ встал, попробуй как-нибудь пройди. А вот автобус начинает подходить. Конечно, это бесполезный карман, как это часто бывает. Очень удобно ходить. Это мы идем с вами по центру города. Друзья, это центр города, это не какие-то там непонятные окраины. Все-таки для меня остается загадкой, что вот это вот за асфальтовая полоса. Все-таки, наверное, это велодорожка. Но здесь почему-то нет велосипедистов. Но есть велодорожка, и она постоянно упирается в парковки. Какая-то особая монгольская тема. Удобные пешеходные переходы позволяют, да, перейти дорогу там, где это нужно людям. Да, народ вообще просто ходит по дороге, потому что вот, смотрите, вперед до горизонта, и он в ту сторону нигде нет пешеходного перехода. И народ просто берет это и бегает. Они около такого вот места, где довольно напряженный трафик пешеходов, не сделали нормальные переходы. Непривычно, кстати, что все в ноль тонируют машины. В России какая-то тонировка запрещена, в Европе тоже. А есть прям вот у всех стекла такие черные-черные. Еще один признак такого Китая, такая китайщина, да, это вот эти вот знаменитые китайские одноразовые двери из тонкого металла. Видите, их вставляют вообще везде, где ни попадя, например, в какую-то вот будку охранника. Я увидел велосипедиста, надо было у него спросить, что это за асфальтовые полосы. Да, из-за того, что они используют кириллицу, ты пытаешься как-то все дело читать, но не понимаешь, что происходит. Кстати, в самолете я летел прямым рейсом Аэрофлота, и практически весь самолет это были иностранцы. В основном европейские туристы, которые зачем-то едут в Монголию. Летят они через Москву. Так, ну и вот здесь видно вот это вот движение напряженное. Ну, конечно, вафлю ребята придумали для вас, дебилов, чтобы вот вы не занимали перекресток.
Но если ты водитель автобуса Дэу, тебя дорожная разметка и правила дорожного движения, видимо, не касаются. Я вообще не понимаю, откуда есть столько машин, и почему у них такие проблемы с пробками. Какая-то, наверное, тема отдельного исследования. Но, кстати, обратите внимание, что автобусные полосы работают. То есть народ правила не нарушает. Ну что, удивительное рядом. Здесь у нас есть велодорожка, которая почему-то упирается в пешеходный переход с бордюром. Ну окей, хорошо, простим эту маленькую слабость монголам. Но здесь у нас еще более крутая тема. Они около такого советского какого-то театра, или что это, да? Судя по всему, это театр. Поставили китайских львов, чтобы было вот прямо уж совсем помпезно. Недостаточно солидный был вход. Теперь тут стоят китайские такие облезлые львы. Судя по всему, их поставили лет 10 назад, и они уже вот так успели полинять. Бетонная шкура льва начала линять. Ну, в принципе, и сам театр в таком не очень хорошем состоянии. Центральная площадь. Здесь у нас вот хорошо видно старую и новую архитектуру. С той стороны все такое советское. Все эти дворцы, дома культуры, какие-то театры. Там уже растут небоскребы. И все это между собой таким дичайшим образом перемешивается. Вот это вот здание, это правительство или парламент. Я не знаю, как они это правильно называют. В общем, какой-то орган государственный там восседает в этом дворце. Там на троне, наверное, Чингисхан, судя по всему, сидит. Такой стеклянный купол. Часть колонн за стеклом. Все такое грязненькое, ну ладно. То есть, с одной стороны, так все какие-то материалы дорогие, камень, дерево. Но, видите, вот стоит просто все это дело посмотреть. Все такое грязное, разваливающееся, треснутое. Это вообще с качеством большие проблемы. И это вот, ну, в самом центре такая ситуация. Ну, здесь уже обычная, привычная нам советская застройка. Монгол, Орно, Мундулья. Интересно, что это значит, напишите в комментах. Удивительно, конечно, да, что все вот эти вот проекты, они же по всему соцлагерю были одинаковыми. Вот эти вот здания, наверняка вы что-то подобное видели в своем городе. Так, а здесь почему-то не пропускают людей. На пешеходном переходе не пропускают людей. Замечательно. Он гаишник стоит, хотя, может быть, здесь нет приоритета пешеходов. Ну, ничего страшного, я турист, а туристу все можно. Забавно из-за того, что здесь так довольно грязно и пыльно, и вот смог, и елка, она такого серо-черного цвета. Я не знаю, передает ли это камера, но она такая реально вот серо-черного цвета, практически вот черная. Но они зачем-то побелили вот эти основания. Зачем белить, ребята? Какие-то вот с советских времен пошла эта глупая традиция белить стволы. Да, сейчас кто-то расскажет про защиту от насекомых, это глупость полнейшая. А то, что было построено в Советском Союзе, до сих пор более-менее выглядит нормально, стоит и не разваливается. А то, что было построено несколько лет назад, уже все осыпается, трескается и похоже, черт знает на что. Потому что, видите, сейчас начали строить из говна и веток. И, конечно, все вот это вот одноразовая китайская архитектура, она через несколько лет начинает разваливаться. Не экономьте на строительстве, не экономьте на материалах, друзья. Мне нравится то, что пробка полностью из автобусов на выделенной полосе. И автобусы начинают друг друга обгонять. Слушай, да, здесь с транспортом какая-то проблема, реально. А почему они не развивают транспорт? Здесь же, ну, им я нужно какой-нибудь строить, там, не знаю, трамвай или что-то более эффективное. О, смотри, а вход через переднюю дверь, все толпятся в этот несчастный автобус. Турникеты? То есть народ вот сейчас набивается в этот несчастный автобус. Ага, набился. О, троллейбус, который, кстати, сделан в Монголии. Красивая надпись. Здесь общественный транспорт, он забит, много народу. Но по какой-то причине, вон сколько этих троллейбусов, он, конечно, не справляется. Им нужно делать трамвай. Притом он едет, чтобы вы понимали. Он едет, люди еще не вошли, он двигается. Какой-то вообще кошмар. И стоит тут один мудак на приусе, который все объезжают. Это что такое? Подземный переход? Какой ужас! Да не может...
Это похоже, смотри, это такая вот дырка в жопу, да, такой? Ну а что это такое? Смотри, там света нет? А, нет, есть. Ну это какое-то страшное зрелище. Блин, офигеть. Нет, мы туда не пойдем. Друзья, скажите мне, что это такое? Вот в последнее время в наших городах начали появляться какие-то деревья-уроды. С каждым годом я не понимаю, что происходит. Вот это они называют кронирование или еще что-то. Они берут нормальные деревья и постепенно, год за годом, их уродуют. Может, это какой-то проходит конкурс там бонсаев, они что-то хотят из него сделать, я не знаю. Получается такая вот дичь. Конечно, вот одна из проблем Улан-Батора, Монголии вообще, да, это такая хаотичная застройка. То есть изначально был генплан какой-то в городе, было представление о том, как что застраивать, а сейчас просто любое свободное место, оно используется вот не пойми как, да, где-то под парковку, где-то вырастают какие-то здания, при этом такой сомнительной архитектурной ценности и качества. В итоге город получается таким очень беспорядочным, неопрятным. Богатые монголы. Еще, кстати, очень популярная машина — это Land Cruiser. Покупают тоже в каких-то невероятных количествах, но это если ты богатый монгол. Про приусы здесь даже есть анекдоты. Сейчас я вам даже расскажу несколько. Сразу предупреждаю, они не смешные. То есть, я, конечно, постараюсь это как-то смешно рассказать, но не думаю, что у меня получится. Сразу поясню, помимо приусов, есть еще несколько главных героев монгольских анекдотов. Это унты, ну, теплая обувь, и передовые работники культуры. Значит, дело в том, что в какой-то момент здесь начали всем подряд раздавать звание передовой работник культуры, и народ начал смеяться. Если кинуть камень на улицу Улан-Батора, обязательно попадешь в приус. А из машины обязательно выйдет кто-нибудь в унтах со значком «Передовой работник культуры». Да, это анекдот. Следующий анекдот. Из полицейского протокола. Грабитель банка, чтобы скрыть следы и замаскироваться, надел унты и уехал на приусе. Последний анекдот, третья попытка. Если сейчас будет не смешно, я прекращаю. С окраины страны прибыл в столицу скотовод. Сел в такси и говорит водитель: уважаемый, все говорят, что Prius хорошая машина. Я хотел бы ее увидеть, возможно, даже купить. Покажите мне ее, если попадется по дороге. Таксист не спеша, продвигаясь в пробке, отвечает: если хотите увидеть Prius сзади, то вот он едет перед нами. Если хотите увидеть Prius спереди, посмотрите в зеркало заднего вида, он едет за нами. Если хотите увидеть Prius с боков, то посмотрите по сторонам. А если хотите изучить салон, то мы с вами едем в Приусе. Что, не смешно? А если хотите купить, я предложу хорошую цену при условии, что вы придадите мне свои унты. Все. Я немножко переживаю, что вам рассказал не смешной анекдот. Давайте договоримся. Вы сейчас ставите лайк этому видео, а я больше никогда не рассказываю вам не смешные анекдоты. Кстати, относительно языка, по-русски, естественно, почти никто не говорит. Только очень пожилые люди знают там отдельные слова, но говорят плохо. Зато молодежь очень круто говорит по-английски. Во многих школах здесь преподают американцы, иностранцы. Им платят большие деньги. Раньше была там целая программа. Сначала приезжали волонтеры, потом они оставались. И зарплата учителя английского, носителя языка здесь очень высокая. Это несколько тысяч $, при том, что жить здесь совсем недорого. Поэтому многие американцы, они переезжали в Монголию, создавали здесь эти семьи и оставались и преподавали английский. Такая была выгодная тема. Поэтому молодые ребята, они очень хорошо знают английский. Особенно странно смотрится по сравнению с Китаем, потому что в Китае английский не знает никто и без китайского не выжить. В Монголии в этом плане все гораздо лучше. Еще монголы очень любят подсветочку, и светильники подсветки часто устанавливаются еще в самых неожиданных местах. Например, вот здесь видно, что все эти светильники, они установлены прямо на тротуаре. Я не представляю, как здесь чистят, чтобы их не задеть лопатами. Вообще здесь довольно много иностранцев. Иностранцы, европейцы, американцы сюда едут за экзотикой. Многие работают. Тут есть представительства разных компаний, особенно всякие добывающие компании. Здесь везде иностранные специалисты. Ну и вот именно туристы сюда едут за экзотикой, потому что в Монголии красиво. Если отъехать подальше от города, то будет прямо красота и относительно недорого по сравнению
с другими странами. Еще относительно приусов, например, в 2015 году сюда было ввезено 19,5 тысяч машин, а в 2017 уже 30 тысяч. 30 тысяч приусов приехало только в 2017 году, и их число постоянно растет. Вся красота заканчивается сразу куда-нибудь свернуть. Обратите внимание, да, тут стоит вот реально юрта, и в этой юрте вполне себе кто-то живет. Сейчас, говорят, с этим как-то ужесточили историю, но раньше люди просто из деревень, они приезжали в Улан-Батор и где-нибудь на окраине, вот так вот, во дворе, ставили свою юрту и жили. Вообще юрта — это такая супер тема, как передвижной домик. Еще раз, мы с вами находимся в самом центре Улан-Батора. Видно, что люки, во-первых, все китайские и очень хреновые, на них лучше не наступать, чтобы не провалиться. Кстати, относительно названия Улан-Батор. Монголы, они жуткие националисты и очень не любят, когда кто-то пишет Улан-Батор, как это пишем мы в России, через дефис. Они требуют, чтобы все писали Улан-Батор, то есть в одно слово и без всяких дефисов. Эта история такая же болезненная, как Белоруссия и Беларусь, Молдавия и Молдова или на Украину, и она мне совершенно непонятна. То есть какое вообще дело монголам до русского языка? Не, ну ладно, украинцы, они говорят, например, на русском языке, или белорусы, которые тоже говорят на русском языке, они как-то пытаются бороться, отстаивать там свои представление о том, как что должно называться в русском языке. Но монголы на русском не говорят. Русского языка вообще никто не знает. Но, тем не менее, обязательно придет какой-нибудь монгол и скажет, что Улан-Батор надо писать не через дефис, а в одно слово. Ну, с парковкой есть вопросы. Кстати, странно, я не могу из этого дома выйти. То есть я тут хожу, брожу, и все арки перекрыты. Почему-то нельзя выйти на главную улицу. Они заблокировали все выходы. О, потрясающе, я нашел выход. Приглашают учиться в России монголов. Здесь у нас к 5-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. При этом написано все на русском языке. Видимо, монголы должны срочно выучить русский, чтобы понять эту важную информацию. Вот, интересно, люди, которые делали эти плакаты, они как-то думали, что это кто-то должен читать или нет? Ну вот, собственно, так вот выглядит посольство России. Такое трехэтажное, бетонное, довольно грустное здание. Улочка с такой типичной застройкой, привычный нам. Вот, смотрите, несмотря на то, что здесь все застроили, видна еще вот какие-то орнаменты, видны эти четырехэтажечки панельные. Такая вот стандартная застройка. Я заранее извиняюсь, что я постоянно говорю советская, да, ну потому что действительно, ну, советское влияние было очень сильным в Монголии. Ну и не забывайте, что с 1924 года в Монголии был социализм. Он, конечно, мгновенно исчез в начале 90-х, после развала Советского Союза. Но, тем не менее, советское влияние было очень сильным, поэтому мы его здесь видим везде, и техника, и архитектура, и все остальное. Вообще здорово, что не все, конечно, но многие монголы ходят в национальных одеждах. Это всегда очень круто. Жалко, что в России такое не практикуется. Вот. А вот какие-то приезжаешь в такие страны, как Монголия, например, и видишь, что многие люди носят национальную одежду, при этом, ну, совершенно нормально, естественно, и прямо круто. Видите, растет Улан-Батор вверх, он строится, небоскребы. И какой-то хаос с дорожным движением. Совершенно неожиданно мы попали на митинг. Люди протестуют за выборы честные. Ничего не понятно, но людей много, у них такие вот, у всех такие вот плакатики. Так, что-то случилось. Угу. Так, кого-то задержала полиция, видимо. И вот несколько сотен человек, они выстроились вдоль дороги на центральной площади с плакатами. И совершенно непонятно, что происходит. Я пытаюсь найти кого-нибудь, кто сможет объяснить по-английски. Я выяснил, что происходит. Вот все эти люди, они выступают против мэра Улан-Батора. Они хотят снять мэра Улан-Батора, а обвиняют они в том, что он фальсифицировал выборы. А это еще и посты не выпустил.
Сейчас мы еще покажем, как они паркуются здесь. Сейчас мы покажем, как у них здесь с пробками и со всем остальным проблемы. И мэру точно придется в отставку уходить.